Весной 1942 года в оккупированный фашистами Таллин приезжает профессиональный разведчик Абвера Георг фон Шлоссер. Его задание – создать прямой канал связи для продвижения стратегической дезинформации в советскую ставку. Для осуществления задуманной операции Шлоссер умышленно доводит до сведения советской разведки, что он прибыл в Таллин со специальным заданием, надеясь на то, что Москва направит к нему своего разведчика. Шлоссер рассчитывает захватить его и использовать для передачи дезинформации. Чтобы выяснить задание Шлоссера и его намерения, в Таллин под видом немецкого офицера направляется советский разведчик Сергей Скорин. Поди сюда. Что желает господин офицер? Вы знали живших здесь людей? Конечно, господин капитан. Семья Тар, мы все их очень любили. Живы? О да, не беспокойтесь. А теперь уехали, правда, я не знаю куда. Старый Оканес был человек замкнутый. Капитан Пауль Кригер. Отпуск после ранения. На какой срок, господин капитан? Ну, конечно, врачи решат. Пожалуйста. Лейтенант. Да? Где здесь можно снять комнату? Недорогую, но приличную. Ван Авиалик 6, господин капитан. Хороший пансионат. Рядом офицерское казино. Знаете, очень удобно. Благодарю вас, лейтенант. А вы не скажете, где можно навести справки о жителях города? В городской управе. В нашем же здании, но вход с другой стороны. Благодарю вас, лейтенант. Постараемся вам помочь, господин капитан. Зайдите через несколько дней. Марта, посмотри, какая приятная невеста у господина капитана. До свидания. Проходите, проходите. Предъявить документы. Пожалуйста. Все в порядке, можете идти. Спасибо. Мое удостоверение. Что у вас в чемодане? Проходите. Ваши документы? Проходите.
Проходите. Предъявить документы. Майор Шлоссер, Да? с вами будет говорить адмирал Канарис. Хорошо, я жду. Добрый день, барон. Добрый день, господин адмирал. Рад слышать ваш голос. Надеюсь, вы здоровы? Спасибо, похвастаться особенно нечем. Удалось ли вам приобрести приличный инструмент? К сожалению, пока нет, господин адмирал. Плохо, барон, очень плохо. Поверьте, что без крайней необходимости я не стал бы об этом говорить. Я понимаю, господин адмирал. Видимо, не до конца. Хочу надеяться, что из-за вас у меня не будет неприятностей. Господин адмирал закончил разговор. Войдите. Добрый день, господин майор. День довольно скверный, фройлен. Фрегатен-капитан просил передать вам. Радиограмма принята ночью. Еще фрегатен-капитан просил передать, что радист, принимавший шифровку, убежден, что на ключе работал не Ведерников. Значит, Ведерников арестован, и ваш план осуществляется, господин майор. Спасибо, фройлен. Вы принесли хорошую весть. Вы давно работаете в Адвере? Спросите об этом фрегатен-капитана. Вы так таинственны, фройлен. Вы считаете, что разведчик обязан быть таинственным? Я могу идти? Я хотел бы вам сказать. Добрый день, Георг. Это сводка наблюдений. Ничего интересного. Скверная погода. Мне нужно поговорить с тобой, Георг. Благодарю вас, фройлен, и не прощаюсь. Мы сегодня увидимся. Ну, брось, Георг, что ты мне нашел? Могу предложить тебе... Да. Вы, русский, не появляется. Продолжайте, штурмбанфюрер. Ну, зачем так? В официальных разговорах и форма должна быть официальной. Я вас слушаю. Ага. Ну, короче говоря, я получил приказ больше не помогать вам. Думаете, корабль дал течь? Беги, Франц, не стесняйся. У тебя тихоходный корабль, Георг. 25 июля мы должны взять Сталинград. Ты ставишь под угрозу выполнения нашего задания. Из штаб-квартиры фюрера 9 июля. Главное командование вермахта сообщает. На южном участке фронта немецкие войска и их союзники перешли в наступление. Моторизованные соединения и передовые отряды пехоты преследуют отступающего противника. От советского информбюро. В районе Воронежа бои продолжаются с прежним ожесточением. Отдельные рубежи и населенные пункты по нескольку раз переходят из рук в руки.
Столовой в нашем пансионате нет, но рядом прекрасное казино для господ офицеров. Желаю хорошего отдыха, господин капитан. Так, ну что ж, подходит? Подходит, да. Я уеду на несколько дней. Получите аванс, милейший. Я буду много ездить. Ездить. И мало здесь жить, да. Вы получили выгодного жильца. Так, время. Время – деньги, дорогой хозяин, да? Да. Война заставляет нас шевелиться. Выгодная сделка сегодня, завтра оборачивается сплошным убытком. Да. Да, но, что такое? Господин, здесь ведь только 200. Ай-яй-яй. Верно. Шельма. Хотел меня обмануть? Бери деньги, пока я не передумал. Да, парень, артист ты неважный. Подойдем-ка, Эвелине, господа. Добрый день, Эвелина. Здравствуйте. Добрый день, господа. Здравствуйте. Какая чудная погода. Может быть, пойдете с нами погулять, а? О, нет. Жаль. Жаль очень. Не могу, к сожалению. Очень жаль. До свидания. До свидания. До свидания. Когда вы закрываете киоск? В 10. Благодарю.
Наведите справки об этих людях. Слушаюсь, господин майор. Разрешить, товарищ майор? Да. Боеприпасы в отряд Климова доставлены. Ведерников начал давать показания. Из Сталина ничего. Прошу прощения, фрейлин, вы не могли бы мне подсказать, как мне пройти на улицу? Черт, всегда позабываю эти эстонские названия. Руту? Нет. Линузе?
Документы. Извините, господин капитан. Ну куда ж девался этот проклятый старик? Здесь не найдется свободной комнаты? Есть. Только вряд ли она вам понравится. Взгляните. Курить у вас можно? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Принесите, пожалуйста, инструмент. Сегодня я засну спокойно. Через 10 минут сеанс. Буду работать 1 минуту. Не успею запеленговать. Цветочница под наблюдением. Не может быть. Нам, коллега, нужно быть внимательнее. Коллега. Эвелина девочка. В детском саду работала. А я завхоз по профессии, если хотите знать. Да, мы разведывательному делу не обучены. Мы боимся, если хотите знать. Вот. Чайку дадите? Что? Чаю, говорю. Чаю дадите? Чай, пожалуйста. Сейчас. Сейчас принесу.
Когда за человеком следят, обязательно фиксируют все его связи. Я умышленно заговорил с цветочницей и сразу же обнаружил за собой хвост. И вы Я заранее подготовил свой уход от возможной слежки. Завтра утром пошлите к девушке связного, пусть ее срочно переправят в отряд к Августу. Августу передайте, что рация будет храниться в квартире, которую я снял под видом коммерсанта. Ну вот. А вас я поздравляю с премьерой. Ваша рация дала первый бой. Так, ну что ж, по этому случаю не грех и выпить. Спасибо. Если хотите знать, всем страшно. А я по профессии филолог. Гёте, Шиллер, Манн. Да. Немецкая литература. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины, полные свежей мглой. Хорошо, правда? Господин майор. Прошу извинить меня, господа. Слушаю вас, Курт. Рация. Перехвачена шифровка. Запринговать не успели. Работала 1 минуту. Так не годится, господин майор. Делайте вашу игру. Господин полковник, если гауптштурмфюрер уравняет, откройте мои карты. Выигрыш оставьте у бармена. Хорошо. Сколько я должен ставить, полковник? 300 марок. Ровно 300 марок. Смел, майор. Наверняка блеф. Играйте, гауптштурмфюрер. Фуль. Карре. Абвер выиграл. Добрался благополучно. Легенда сомнений не вызывает. Инструмент получил у Петра. Сергей. Пришлите ко мне старшего группы дешифровальщиков. Слушаюсь, господин майор. Возьмите мою машину. В течение вчерашнего дня ничего странного замечено не было. В 22 часа она, как обычно, закрыла киоск и ушла домой. Так. Вечером ничего не произошло. Ну-ну. В 9 утра сегодня к ней пришла девица
проходящее в сводках наблюдение под псевдонимом «Тюльпан». Так. Ровно в 9:45 они обе вышли и направились к центру города. Господин штурмбанфюрер, вы приказали вести наблюдение очень осторожно. Так. И ни в коем случае не обнаруживать себя. Ну, да. Мы находились на значительном расстоянии. Было много народу. Вы потеряли, мой мальчик. В работе случается. Не волнуйся. Уверен, ровно в 14 цветочница откроет киоск. Эти шлюхи... Конечно, конечно. У тебя ведь нет иного выхода. В городе радистку и скрыли этот факт от Абвера. Желая захватить русского лично, вы нарушили приказ Берлина о совместной работе. Я должен сообщить об этом. И что теперь делать? Франц, как ты думаешь, кого могут назначить на твое место? Из-за какой-то сопливой девчонки? Я удивлен. Я удивлен твоей недогадливостью, Франц. Причем тут девчонка? Ты ставишь под угрозу всю нашу операцию. Ты сам не можешь выполнить задание. И все сваливаешь на меня. Где твой русский, из которого столько шума? Его нет. И СД за это не отвечает. Ну, расшифровали? Пока нет. Какого черта? Какого черта решил, что это он, которого ты ищешь? Исчезла цветочница, взрыв дома. Это рация, все в один день. Франц, сколько можно тебе объяснять? Здесь работал профессионал. Не в твоих интересах наказывать этого Хонимана. Я думаю, это дело не стоит раздувать. Со своей стороны, в ближайшее время ни Целариус, ни я не сообщим Берлин о твоем провале. В ближайшее время? А как это понимать? В ближайшее время? Значит, ты будешь держать меня на крючке. Хорошо, Георг. Хорошо. Не надо так, Франц. Фролин Фишбах, скажите своему шефу, что я сейчас приеду. Спасибо. Фрегатный капитан ждет вас. Фройлен, как вы отнесетесь к предложению поужинать вдвоем? Спасибо, я занята сегодня вечером. Понятно. Однако приготовьтесь сдать дела. Я не понимаю, господин майор. С завтрашнего дня вы работаете у меня. Сегодня в 20 часов я заеду за вами, и мы уточним круг ваших обязанностей. Фройлен, учтите, я не люблю женщин в военной форме. Вы гений, майор. Я уже год работаю с фройлен Фишбах, но ни разу не удостоился подобного взгляда. У меня прекрасная новость для вас. О свидании с моей секретаршей я уже слышал, барон.
можете рассказывать. Мне нужна для работы женщина. Взамен я отдам вам своего адъютанта. Согласны? Пожалуйста. Весьма признателен. Кажется, русский разведчик в Таллине. Они поверили Звереву. Вы думаете? Откровенно говоря, я уже разуверился. Я тоже начал сомневаться в этом, но события вчерашнего дня... Подождите, барон, подождите. Так, заработал передатчик. Взрыв дома. Исчезла радиска, за которой наблюдал наш друг штурмбанфюрер. Да, похоже, что к нам прибыл званый гость. Теперь мы должны обнаружить этого русского. Он сам будет искать сближение. Послушайте, мне нужен особняк, в который я поселю фройлен Фишбах. Резиденция будущего агента? Особняк? Красивая женщина? Ну что ж, об особняке я позабочусь. Что желает господин офицер? Здравствуйте, фрейлин. Слушаю вас, господин капитан. Пожалуйста, зубную щетку, пасту, одеколон. А какой одеколон, господин капитан? Я так долго валялся в окопах, что перезабыл все названия. Ну, тогда могу предложить вам. Фрейлин Инга предпочитает продавать самый дорогой одеколон. Узнаете? О, какая приятная встреча. Добрый день, капитан Кригер. Унтерштурмфюрер Карл Хонеман. А вы знаете, вчера в форме танкиста вы выглядели значительно моложе. Надолго в Таллин? Подлечусь и обратно, надо ведь кому-то и воевать. Приятель старого друга, Карл? Да нет. Только что познакомились. Капитан с фронта и может штурмом взять крепость, которую ты осаждаешь уже 2 месяца. Сэкономим свою марку и пойдем выпьем пиво. Понимаете, капитан, мой друг Курт Визе ежедневно посещает заведение фрейлин Инге. Сначала он, как и вы, покупал одеколон, но очень быстро перешел на зубные щетки. А нужны ему... Не обращайте внимания, лейтенант. Мало кто понимает в любви. 10 марок. Благодарю вас. Ну что же, господа офицеры, вы решили сэкономить на зубных щетках и выпить пиво? Курт, ты слышал приказ капитана? Прощайте, прекрасная Инга. Прошу, капитан. Ближайшее заведение там, за углом. Карл, возможно, у господина капитана дела? Идемте, капитан. Какие дела в отпуске? Здесь, в тылу, за кружкой пива, мы бы послушали о ваших победах на фронте. Ну что ж, дела могут подождать. Заведение приличное. Только для офицеров. Вы всегда выигрываете, господин майор. Вам везет. Благодарю вас. Большая шишка? Да. Когда придет унтерштурмфюрер Хонеман, проводите его в библиотеку. Лота, давайте уточним ситуацию. На службу выходить не будете. Вы будете жить здесь. Прошу. Слуги и садовник – работники Абвера. Этот особняк.
достался вам от покойного мужа. Полковник Фишбах погиб на русском фронте. Вы, молодая вдова, живете одиноко. Возможно, к вдове Фишбах скоро прибудет гость. А пока очаровательная, не очень умная, увлекающаяся девушка, неплохая маскировка для разведчицы. Научитесь одеваться, выбирать духи, пользоваться косметикой. Никаких разговоров о войне, политике и тому подобное. Вам ясно? Так что я должна делать? Вы знаете этих офицеров? Да, знаю. Гестаповец из аппарата городского управления, лейтенант из обверкоманды, а капитан мне неизвестен. Верно, Лота, капитан неизвестен. Но вот он опять на том же самом месте. Войдите. Унтерштурмфюрер Карл Хонеман. Прибыл по приказу штурмбанфюрера Магеля. Направлен в ваше распоряжение. Садитесь, Карл. О, капитан. Идете справиться, не нашлась ли ваша красотка? Вы очень проницательный, лейтенант. Прошу, капитан. Здравствуйте, господин капитан. К сожалению, пока ничего нет. Благодарю. Фрейлин, составьте для меня справку о невесте господина капитана. Попозже я зайду и постараюсь помочь в розысках. Опять. В этом городе даже летом сплошные дожди. Зайдем в казино? Деваться больше некуда, дорогой Кригер. Поехали к барону. Добрый день, Карл. Приятного аппетита, капитан. Господин барон. Присаживайтесь. Что вас так во мне заинтересовало? Уверенность. Вы очень уверенный человек, капитан. Что желает, господин майор? 3 коньяка. В последнее время я редко встречаю спокойных, уверенных людей. Вы пессимист? Я? Реалист. Прошу извинить, господа. Служба. До свидания, Карл. Думаю, капитан, мы еще увидимся. И спасибо за интересное знакомство. А вы недавно в Таллине, господин майор. Почему вы так решили? 2 дня назад видел вас в штатском. У вас костюм от лучшего парижского портного. Благодарю. У вас отличная память, капитан. Профессиональная. Видите ли, господин майор,
Когда я учился в Берлинском университете, ежедневно приходилось ее тренировать. Ну, впрочем, не вам это объяснять, господин майор. Каждодневная тренировка способствует умственному развитию, не так ли? Простите, господин капитан. Надеюсь, рана уже зажила? Поваливает. Не долежал до конца положенного срока. Простите за нескромность, а почему, капитан, вы не поехали на родину? Видите ли, в последние годы я жил в Хельсинки. Преподавал немецкую литературу. Сейчас был там несколько дней. Ну, старых друзей не нашел. Все воюют. Здесь я по личным делам. Впрочем, ваш бдительный друг в курсе. Вы считаете меня бездельником, который проверяет отпускников? Я этого не сказал. Давайте вечером сходим. Куда-нибудь. Развлечемся. У меня, к сожалению, нет вечернего костюма. Да и мундир мой не настолько приличен, чтобы... Ну, среди вылощенных тыловиков вы боевой офицер. Станете почетным гостем. По платью встречают, по уму провожают. Есть у русских такая умная пословица. Да и народ не глуп. Ну что ж, мое первое впечатление оказалось абсолютно верным. Вы уверенный и очень смелый человек. Когда человеку нечего терять, он поневоле становится смелым. А что, собственно, мне угрожает? Отправка на фронт. Но ведь через 2-3 недели, максимум через месяц, я сам окажусь в окопах. Да, а убедиться в уме русских не так уж трудно, господин майор. Стоит только побывать на фронте. Вы о чем-то задумались? Я вот думаю, с вами приятно было бы работать. Вы принимаете мое предложение? Вы очень любезны. Значит, вечером в 9 в ресторане «Глория». Товарищ майор государственной безопасности, по вашему вызову капитан Петрухин явился. Здравствуйте, Петрухин, проходите. Все нормально. Садитесь. Садитесь, садитесь. Я узнал, что ваша часть переформируется под Москвой и пригласил вас для короткой беседы. Вы были другом Скорина. Почему был? Вы друг Скорина, и никто лучше вас не может ответить на один очень важный вопрос. Как может повести себя ваш друг в непредвиденных обстоятельствах? Достойно. Понятно, далее. Видите ли, Сергей, он человек особого склада. Я вот знаю его лет 10, а иногда мне кажется, что я вообще его не знаю. Он осторожен, а через минуту смел до безрассудства. Он подчинен какой-то логике, ему одному понятной логике. Я не знаю, как объяснить это. Надо рассказывать и рассказывать. Рассказывай, Костя. Я не тороплюсь.
17-му от 24-го. 17-му от 24-го. 81 827. 35 258. 78 924. 50 и 481. Август обеспокоен потерей связи с вами. Сообщите причины. Отец. Главное командование вермахта сообщает. После ожесточенных боев южнее и восточнее Ростова осуществлена переправа через Дон. В результате согласованных действий пехоты, танков и авиации контратаки врага успешно отбиты. Только на участке одной дивизии вчера было уничтожено 48 танков. В ходе победоносного наступления немецких и румынских войск заняты населенные пункты Николаевская, Землянская, Верхняя Курмаярская. Полностью полагаюсь на ваш вкус, барон. Будьте любезны. За нашу встречу. Похоже. Посмотрите, барон. Не откажите. Спасибо. Знаете, Лота,
Вы идеал немецкой женщины. Вы красивы, вы преданы, вы наверняка любите детей. Дай бог, барон. От всей души желаю, чтобы вы были правы. Нет, в самом деле, какой немец протянет деньги, а лишь потом возьмет товар и узнает цену? Потом, это сигарета. Он русский, этот капитан, он приехал ко мне. Допустим. Но его еще надо перевербовать. Переиграть? Русские не пошлют человека, которого можно запугать. Или купить. Но почти любого человека можно перехитрить. Главное не торопиться, не давать себя подгонять, ждать, пока не придут ответы из Берлина, из университета, из госпиталя. А пока я перестану бывать в казино. Если мои предположения верны, капитан забеспокоится, начнет меня разыскивать. Кто будет осуществлять наблюдение за ним? Никакого наблюдения. Профессионал почувствует слежку молниеносно. А если он скроется? Не думаю. Он с таким трудом добирался до меня. Карл, вы гений. Заказывайте за мой счет. Я так и знал. И где же ваша очаровательная невеста нашлась? Не нашлась, но жила там последние 2 месяца. Вот хутор называется Никак не могу усвоить эстонский. Окажите любезность. Пожалуйста. Ага. Здесь указан не 1 хутор, а 2. Это километрах в 40 от Таллина. Нужна машина. Машина у меня стоит в гараже. Но в городе запрещено пользование частным автотранспортом. Карл. Попробую. Вот так всегда. СД ругают, но от помощи не отказываются. Пожалуйста. Угу. Алло? Вольфганг, привет. Карл Хонеман беспокоит. Слушай, старина, моему другу нужна на несколько дней машина. Ты можешь получить разрешение? Хорошо, Хонеман, организуй разрешение. А как он отнесся к известию? Прекрасно. Ну, о чем ты говоришь? Ужин с коньяком за нами. Будь благословенна служба безопасности. Вольфганг, до встречи. А? Ага. Приводите в порядок машину. Будет сделано. Я отправляюсь за разрешением. Ну что ж, милейший. Левая фара разбита, крыло помято. Учтите, за это платить не стану. Цену назначу минимальную, господин капитан. А если вы продлите разрешение на мое имя, то ездите бесплатно. Почистим, помоем, скаты подкачаем. Не сомневайтесь, господин капитан. Запросить Хельсинки. Организовать медосмотр с
нашим врачом. Выяснить все о Грете. Тар. Тар, запросить госпиталь. По-моему, все правильно напечатано. А что у вас? А если он убежит? Куда? Скроется. Зачем? Он же человек, он может просто испугаться. Кригер никуда не скроется, потому что он только лишь нашел подход ко мне. Он должен выехать из Сталина, потому что поиски Греты Тар – его легенда. Цветочница находилась под наблюдением. Переправлена в отряд. Связь с Августом возобновлю позднее. Сергей. Сомнений нет, господин майор. Передача велась в 30 километрах от Таллина. Благодарю вас, Курт. Вы свободны. Где он этот день? И на каком календаре, как пламя, он олеет? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Я через все смогу пройти. Я все преодолею, лишь бы наступил он, этот самый долгожданный заревой. Победный день, где он этот день? Я до него готов ползти сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне б дотянуться до него,
через года. Где он этот день, когда же к людям он придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? На каком календаре? Как пламя он олеет? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Я через все смогу пройти. Я все преодолею, лишь бы наступил он, этот самый долгожданный заревой победный день.